Привет поклонникам BTS по всему миру. Неожиданный момент во время прямой трансляции вызвал волну беспокойства среди поклонников BTS по всему миру. То, что должно было быть непринужденной и расслабленной трансляцией, приняло неожиданный оборот, когда Тэхён сжал шею с напряженным выражением лица. Казалось бы, простой жест мгновенно превратился в состояние тревоги, вызвав бурные спекуляции о его здоровье. Но еще больше фанатов потрясла эмоциональная реакция Чингука за кулисами. Сообщения показали, что он был чрезвычайно взволнован и даже плакал из-за беспокойства об ухудшающемся состоянии Тэхёна. В течение многих лет BTS были в центре мировой музыкальной сцены, их влияние простирается далеко за пределы сферы развлечений. Каждое движение, каждая улыбка и каждый хмурый взгляд участников группы имеют глубокий смысл для миллионов армий, которые посвящают свою жизнь их служению, и в недавнем инциденте эта чувствительность превратилась в коллективный страх. Во время непринужденной прямой трансляции Тэхён был замечен в рубашке без рукавов, спокойно наслаждающимся едой и общаясь с фанатами. Атмосфера была беззаботной, пока он внезапно не коснулся своей шеи, его рука задержалась дольше, чем ожидалось, на его лице отразилось скрытое выражение дискомфорта. Одного этого изображения было достаточно, чтобы разжечь бурю беспокойства. В течение нескольких минут видеоролики распространялись по социальным сетям. Хэштег стал мировым трендом, фанаты выразили свою обеспокоенность одним главным вопросом: не было ли у Тэхёна боли? Хотя некоторые наблюдатели пытались преуменьшить значение инцидента, сведя его к безобидному рефлексу, многие не были убеждены. Тот факт, что Чингук, как сообщается, отреагировал так сильно, сделал невозможным игнорировать это. Чингук, которого часто описывают как интуитивного и защищающего своих участников, особенно Тэхёна, как сообщается, был явно расстроен, осознав, что произошло. Предположение о том, что Чингук плакал от беспокойства, добавили более глубокий эмоциональный слой в и без того напряженную атмосферу. Это не первый раз, когда здоровье участников BTS вызывает опасения, требования их карьеры огромны. Изнурительные мировые турне, часы репетиций, графики записей, рекламные выступления и совсем недавно обязательная военная служба оставила свой след. Каждый участник группы в прошлом сталкивался с проблемами со здоровьем. Чимин боролся с истощением, Шуга перенес травму плеча и операцию, Джин перенес операции на пальцы, Чингук перенес травму на ранней стадии. Теперь есть опасения, что у Тэхёна также могут быть ранние признаки физического перенапряжения, которые нельзя игнорировать. Образ Тэхёна, сжимающего шею, породил множество теорий. Некоторые фанаты опасаются, что это может быть проблема с горлом, связанная с напряжением вокала. Другие предполагают, что это может быть признаком стресса или затрудненного глотания. Все эти возможности имеют разные, но одинаково тревожные последствия. Напряжение вокала – особенно серьезная проблема для артиста уровня Тэхёна. Его глубокий, уникальный голос – один из определяющих элементов музыки BTS. Эмоциональная реакция Чингука – то, что отличает этот момент от бесчисленных других. Его слезы, если они правда, подчеркивают не только братскую заботу, но и бремя, которое молча несут участники BTS, наблюдая друг за другом, преодолевая трудности. Связь между Чингуком и Тэхёном хорошо известна, ее часто описывают как нерушимую. Слезы Чингука указывают на то, что он увидел или почувствовал, было не мелочью. Это ударило его достаточно сильно, чтобы разрушить спокойный и сильный образ, который он обычно изображает на публике. У поклонников осталось много вопросов без ответа. Было ли это всего лишь минутным неудобством? Тайно ли Тэхён боролся со своими проблемами со здоровьем вдали от глаз общественности? И самое главное, почему Чингук, который знает Тэхёна лучше, чем кто-либо другой, выглядел таким потрясенным. Добавляет таинственности молчание официальных источников, ни Big Hit Music, ни HYBE не опубликовали заявление по поводу инцидента. Это молчание, хотя, вероятно, призванное избежать ненужной паники, вместо этого подогрело спекуляции. Социальные сети разделились. Одни призывают к спокойствию и терпению, другие требуют прозрачности в отношении здоровья Тэхёна. Эмоциональное потрясение среди ARMY ощутимо. Многие вспоминают, как часто участники BTS выкладывались по полной, чтобы оправдать ожидания, часто скрывая свою боль, чтобы уберечь поклонников от беспокойства. Сам Чингук однажды признался в прямом эфире, что чувствовал вину, когда не мог выложиться по полной из-за физического истощения.
Если бы Тэхён столкнулся с подобной ситуацией, слезы Чингука, возможно, были бы для него способом справиться с бременем, не в силах скрыть страх, наблюдая за тем, как страдает его самый близкий друг. Этот инцидент также поднимает более серьезный вопрос: как долго участники BTS смогут жертвовать здоровьем ради карьеры? Военный перерыв группы должен был обеспечить хоть какое-то равновесие, но такие моменты напоминают фанатам, что давление никогда не ослабеет для мировых кумиров. Поклонники продолжают пересматривать клип, изучать выражение лица Тэхёна, делиться словами поддержки. Ясно одно, этот момент глубоко пошатнул связь между BTS и ARMY. Слезы Чингука, если они искренние, и взгляды миллионов поклонников отражают одно и то же чувство – страх за здоровье Тэхёна и надежду, что правда, какой бы она ни была, принесет утешение, а не отчаяние. До тех пор, пока не будет предоставлено официальное разъяснение, изображение Тэхёна, сжимающего его шею, и эмоциональной реакции Чингука останется символом любви и неопределенности, напоминанием о том, что за гламуром, музыкой и глобальным феноменом скрываются эти 7 мужчин, люди с уязвимостью. Одного жеста было достаточно, чтобы напомнить миру об их хрупкости. Однако важно также сделать шаг назад и более внимательно изучить факты, хотя эмоциональная реакция фанатов понятна, не все детали, циркулирующие в интернете, полностью соответствуют действительности. Драматическая история о том, что Чингук безудержно плакал из-за здоровья Тэхёна, не была подтверждена ни одним авторитетным источником. Данные свидетельствуют о том, что большая часть паники подпитывается домыслами, неверными толкованиями и склонностью фандомной культуры чрезмерно анализировать мимолетные моменты. Полный анализ записи прямой трансляции показывает, что жест Тэхёна длился всего несколько секунд, он не проявлял признаков длительного дискомфорта и не давал словесно понять, что испытывает боль. Такие повседневные жесты, как глотание пищи или прочищение горла, легко могут быть неверно истолкованы как сигналы бедствия, если вырвать их из контекста. Точно так же и предполагаемые слезы Чингука – скорее слухи, чем факты. Нет подтвержденных видео или фотографий, на которых Чингук плачет непосредственно из-за инцидента, существуют лишь заявления фанатов о том, как они интерпретируют его поведение в других ситуациях. Беспокойство – это не то же самое, что слезы, пока не появятся конкретные доказательства, идея о том, что Чингук плакал, остается неподтвержденной. Подобная тенденция к неверному толкованию не нова для фандома BTS, история знает похожие случаи, когда Чимин касался груди во время выступления, слухи о проблемах со здоровьем быстро распространялись, хотя на самом деле это была просто усталость. Отсутствие Чингука на концерте много лет назад также вызвало продолжительные спекуляции о травме, которая в конечном итоге была объяснена как временное состояние. Социальные сети ускоряют этот процесс, клипы воспроизводятся, редактируются и распространяются тысячи раз, пока повествование не переходит от наблюдения к выводу, даже если оно не обязательно подкреплено фактами. Молчание HYBE и Big Hit, которое некоторые находят подозрительным, часто является стратегией, позволяющей избежать разжигания слухов. Развлекательные компании знают, что реакция на каждый незначительный инцидент только усиливает панику. В данном случае поведение Тэхёна после этого жеста было спокойным, он продолжал есть, общаться и улыбаться на протяжении всей прямой трансляции, не было никаких признаков настоящего беспокойства. Стремление Чингука защищать, безусловно, искренне, но сравнение его беспокойства со слезами может не отражать реальность. Сообщения о том, что он плакал, кажутся скорее символическими, чем фактическими, отражением эмоций фанатов, спроецированных на него, а не подтвержденным событием. Опасения фанатов, безусловно, обоснованы. Связь между BTS и ARMY настолько глубока, что даже незначительные жесты вызывают глубокие эмоции. Но контекст остается важным, отдельный жест не следует воспринимать как свидетельство кризиса со здоровьем без подтверждения. Правда, на данный момент проще, у Тэхёна не подтверждено наличие каких-либо конкретных проблем со здоровьем, не подтверждено, что Чингук плакал из-за инцидента. Пока не будет сделано официальное заявление, все интерпретации остаются спекулятивными. Для ARMY задача – найти баланс между любовью и заботой, терпением и перспективой. Чувство защиты естественно, но распространение неподтвержденных заявлений может усилить давление на айдолов, которых они пытаются защитить. Иногда самое лучшее, что можно сделать, это довериться самим участникам группы. Они всегда открыто говорили о проблемах со здоровьем, когда проблемы действительно требуют внимания.